Я разочарован в последних дофига частях Need for Speed. А вы? Так-то чего же мы ждем? Давайте делать первый андерграунд красивым. Для этого мы воспользуемся модификацией Need for Speed Underground Redux, сделанная нашим, судя по всему, соотечественником с очень крайне тяжело произносимым никнеймом. Модификация меняет текстуры игры и добавляет кастомизируемый решейд. Да, это та самая штука, которую я использовал уже несколько раз в предыдущих видео. Делает ваши старые игры лучше, если у вас руки из нужного места. И похоже, что у этого парня они действительно из нужного. В этом видео я пройдусь с вами по всем пунктам, начиная с загрузки и заканчивая настройками уже в самой игре. Да, я знаю, что там есть текстовый документ, но на форумах до сих пор столько людей, которые не могут сами этого нормально установить и просят репак. Так что думаю, это видео как раз таки для них. И да, в интернете уже есть видео с настройкой этой модификации, но мое отличается маленьким, но очень полезным бонусом как раз для этих самых людей. Детальнее в конце видео. Redux можно скачать из двух источников. Это фанатский форум, где автор выложил свою работу, и его YouTube канал. Я считаю, что имеет смысл скачивать с описания в YouTube канале. Возможно, это принесет ему немножечко больше любви. Если, конечно же, вы не забудете поставить ему лайк и подписаться на его новые видео. Он сейчас как раз работает над модификацией для второго андерграунда. И если он подойдет к ней с такой же тщательностью, как и к своей первой работе, то это будет очень-очень круто. Проходим по ссылке в описании и загружаем модификацию. Как видите, здесь действительно есть readme, даже на двух языках, русский и английский. Поскольку в это видео будут добавлены субтитры на английском, и я хочу, чтобы аудитория была, возможно, чуточку шире, я буду показывать на примере английского readme, но вам будет все ясно, так как я буду диктовать каждый пункт. Первым и обязательным требованием является установка игры последней версии, это 1.0.4. Следующий пункт после установки игры — это установка решейда. В модификации уже есть нужная версия, поэтому качать последнюю на сайте не то чтобы не нужно, но возможно даже не рекомендуется, ведь там могут быть какие-то изменения и последняя версия возможно уже не подойдет. Установка решейда такая же точная, как и для всех остальных игр. Просто выбираем exe файл игры и под конец не забываем установить кружочек на DirectX 9, потому что это приложение DirectX 9. Если выбрать любой из других пунктов, то решейд просто не будет работать. На вопрос, скачивать ли все эффекты, жмем «Да». И дальше «Ок». Следующий пункт — это удаление только что созданной установкой решейда папки Reshade Shaders. Это стандартно настроенные шейдеры, поэтому они нам не нужны, ведь у нас есть папка с уже настроенными нашими шейдерами. Поэтому следующим пунктом мы копируем папку Reshade Shaders с папки мода в папку с игрой. Далее мы проходим в папку Other Stuff, где копируем все, что там есть, и вставляем в корневую папку игры. Вас спросят, заменить ли файлы, вы клацаете «Да». Далее идет настройка разрешения. Для этого нужно пройти в папку Scripts и открыть файл Need for Speed Underground Widescreen Fix Ini. И в строчках resx и resy вписать ваше разрешение. Мое это стандартное 1080p. Ничего другого здесь менять не нужно. Далее копируем все, что есть в папке TextMod, в папку с игрой. Открываем TextMod.exe, жмем на большую папочку, находим папку с игрой, выбираем файл speed.exe, жмем «Открыть». Клацаем на маленькую папочку, находим папку с игрой и выбираем в ней файл redux116.tpf, жмем «Открыть». И вот уже, казалось бы, все готово и можно клацать Run, но не торопитесь, перейдите в файл readme и скопируйте оттуда название профиля Reshade, который будет использоваться. Это не придется делать каждый запуск игры, но один раз это сделать просто обязательно, иначе Reshade не будет работать, так как просто не найдет свои шейдеры. Так что просто копируем без скобочек название этого профиля, и уже тогда жмем кнопочку Run. При появлении таблички решейда написано нажать Shift плюс F2 для запуска настройки. Нажимаете. Вначале жмите Continue, а в следующем поле нажимаете кнопочку с плюсиком. И в выпадающем окошке жмакаете Ctrl-V, чтобы вставить название профиля решейда, и клацаете Enter.
Далее клацаете по квадратику рядом с надписью Redux Graphics, и это уже включает мод. И по квадратику SMA это включает дополнительное еще сглаживание. SMA вовсе не обязательно, она делает картинку плавной, но съедает несколько FPS, тут уже решите сами. Далее Continue и Finish. Последний пункт вам совсем не нужен, если только у вас нет каких-то серьезных проблем с туманом в главном меню. Если есть, то отключайте его. Не знаю, как у вас, а у меня игра запускается с низкими настройками графики, поэтому я все выкручиваю на максимум и отключаю некоторую часть интерфейса, чтобы она мне сильно не мешала. Оставляю только зеркало заднего вида, позиция в гонке и прочие тахометры. И внезапно вот так вот игра выглядит до модификации. А вот так вот она выглядит после. Надеюсь, это видео было сколько-нибудь для вас полезным, и если вы хотите видеть что-то подобное на канале, то можете поделиться этим видео с друзьями, поставить ему лайк, написать комментарии, заплатить мне денег в донате и вообще все что угодно, все что вы пожелаете. Для тех, кто досидел до конца, как и обещал, вот вам небольшой бонус. Многие люди на форумах жалуются, что при каждом запуске игры, видишь ли, нужно запускать текст-мод, и не просто его нужно запускать, а снова выбирать файл с игрой, файл с нужными текстурами, и снова клацать Run, это целых 5 кликов. 5 кликов мышкой, это очень сложно и очень долго. И в других видео-гайдах на ютубе с установкой этой модификации я не видел никакого способа автоматизации этого действия. И если вы один из этих людей, то я могу предложить вам воспользоваться программкой TextMod Starter. Я не уверен, кто автор этой программы, и нашел я ее случайно, как видите, вообще на форуме с модами на Mass Effect 3. Можете посмотреть там в комментариях, возможно, там где-то есть автор, и поблагодарить его. Просто качайте архив, распаковывайте его, копируете оба файла в папку с игрой, и уже на месте открываете файл TextMod Start ini с помощью любого текстового редактора в вашей системе. Все, что здесь нужно сделать, это указать новые пути к TextMod.exe, к файлу с игрой и к файлу с текстурами. Я устанавливал Underground на диск C в папку Games, так что по моему примеру вы можете понять, что и как нужно сменить. В строчке PackNumber поставьте 1, так как пакет с текстурами у нас всего один. И, соответственно, строчка Package 2 нам совсем не нужна, ее можно удалить. После завершения и сохранения документа можно вывести ярлык на TextMod Start.exe на рабочий стол. И я даже дал ему значок Need for Speed и дописал, что это Need for Speed Redux 2017 года HD переиздания. Мне так больше нравится, и это довольно удобно. И если вы все ввели правильно, то при каждом запуске игры с этого ярлыка программа TextMod будет сама выбирать файл с игрой, файл с текстурами и запускать игру. Вот такая вот небольшая автоматизация для тех, кто ленивый, как я. Спасибо за просмотр.